Привет, мои дорогие! Сейчас ваш мужчина хочет поговорить с вами. В это время, когда вы смотрите, если его рядом с вами нет, он хочет вам что-то сказать. Но так бывает, что мужчина даже рядом, но он не может выразить, не открываются у него уста, чтобы выразить то, что он хочет сказать. Не научила мама, не научила жизнь выражать свои мысли, свое сердце. Обычно у мужчины сердце закрыто. Потому что мужчина, он такой, воюет всю жизнь. Вот эти карты vice versa, они показывают нутро мужчины. Мы сейчас его вывернем наизнанку. И спросим у него, скажи честно, откровенно, о чем ты так мечтаешь со мной поговорить? Скажи честно, что тебя напрягает в отношениях, что тебе мешает? Скажи честно, чего ты от меня хочешь? Вот такой у вас вопрос может быть к вашему мужчине. И знаете, он настроен на разговор. Такое чувство, что он сам как бы и напросился даже. У меня очень много видео есть. Многие годы я делаю вызов мужчины на разговор, потому что они обычно закрыты для нормального человеческого общения. Но здесь он сам выходит на разговор. Он сам выходит. Потому что эти карты, они показывают наизнанку его. Вот он вышел из себя, он открыл душу свою и хочет что-то вам сказать. Давайте спросим. Я достаю карты из их храма. Вот из такого большого дома. У них большой дом у этих карт. И сейчас, в этот момент, когда вы смотрите, даже если он где-то там, в доме, если вы живете с ним вместе или в квартире, посмотрим, что он действительно... что его нутро действительно хочет вам сказать. Если мы его вывернем наизнанку и спросим у него, если он спиной к вам сидит. У меня такое чувство, что вы видите, там Николай у меня обедает. И вы его видите, его спину. А может и не видите, но это не важно. Вот. Но колоды, девочки и мальчики. Новая встреча, новый разговор. Это такой непринужденный разговор, потому что пажи это начинающие. Это может быть, он только начинает проявляться, он начинает душу свою открывать, он начинает самовыражаться, он начинает учиться рассказывать о себе. Это его какие-то хлопоты, он о своих хлопотах. Пажи всегда хлопоты, заботы, о своих заботах вам расскажет. Хорошо. Хорошо. Эта колода необычная. Она выворачивает все наизнанку. Она показывает vice versa, она показывает изнанку всего. Здесь двухстороннее таро. Да? Вы увидите, оно очень говорящее именно на вопросы, что касается, он хочет что-то сказать, хочет что-то выразить, и может у него слов не хватает, словарный запас или запас чувств у него такой слабый. Он такой только прямой, квадратный. Да? Посмотрим. Ваш мужчина. Загадайте его. Можно его задумать, можно его представить себе, можно не представлять. Все равно правду узнаете. Это же туз жезлов. Смотрите. Он говорит, что вся моя энергия для тебя. Вот хорошая карта, на мой взгляд. Он говорит вам, что давай поговорим, я не против. Вот эта карта говорит инициация разговора. Он сам, кстати, вот по этой карте я бы сказала, что я сейчас это видео назову по этой карте, потому что это первая карта, напросился на разговор. Туз жезлов это называется напросились, называется напросился на разговор. Вот это он сам предлагает поговорить. Видите, молния идет через жезл, у него уже что-то, созрел, можно сказать, да, туз жезлов. Посмотрим с другой стороны, видите? Птица летит. Птица – это свобода, свобода разговора, свободный язык. Развяжем ему язык и спросим, любит ли он вас действительно. Кстати, кто не знает, у меня один вариант, уже давно я вообще был родоначальник одного варианта, потому что, понимаете, я гомеопат, и это именно мой принцип предсказаний. Я знаю, что каждый человек имеет свой набор эмоций, и какое бы слово ни было сказано, у каждого это слово переварится как еда по-своему. Поэтому не сомневайтесь. Один расклад в каком-то месте больше процентов, в каком-то меньше проиграется. Но то, что помощь все здесь получат, в отношениях вы или вообще еще нет мужчины, только думаете начинать отношения, ищите себе достойного партнера, здесь тоже все будет ясно.
Итак, мужчина напросился, туз жезлов напросился на разговор. Окей. Экстренное сообщение от вашего мужчины. Берем первую карту. Ну что ж, хорошо. Это король чаш. Экстренное сообщение вместе с тузом жезлов. Туз жезл напросился. Экстренное сообщение от вашего мужчины. Люблю тебя, обожаю. Вы видите здесь король чаш лицом к лицу с вами. Он, может быть, соскучился, близости не было давно, может быть так. Или же вы на расстоянии, может быть, вас разлучили обстоятельства, разлучили какие-то вас люди, разлучили бытовые, финансовые, рабочие моменты, семейные моменты, да? Но он вас любит, потому что король чаш – это мужчина, который любит. Посмотрим, как он со спины выглядит. Смотрите. Стабильно, да, потому что его трон из камня что-то говорит. Камень, ну да, конечно, снимем камень с его души, да, вызовем на разговор. Но камень – это же защита, стабильно. Он стабильно вас любит. Это стабильность, это как стабильность горы, да. Вот, хорошо. Стабильная любовь. Вообще король чаш – это всегда любовь. Чаш – это любовь. Король чаш – король любви. Тот, который умеет любить, который не просто профессионал. Вот если рыцарь – это профессионал, да, чего-то. Профессионал там умеет красиво ухаживать или умеет это дело делать, знаете, о чем я. Но король любви – это мужчина, который, понимаете, хозяин слова. Король любви – это который не просто профессионал типа в любви, да, а который хочет семейным быть. Если он еще не семейный с вами, вот этот расклад о том, что он станет с вами семейный. Потому что его жезл, по-разному можно понимать жезл, да, и вы знаете, что разное есть понимание. То есть его страсть к вам, она стабильная, он уверен в чувствах. Так что он напросился сказать, что любит, а сказать не умеет, выразить не умеет. Очень у многих не умеет выразить чувства. Ну, смотрите, мы сказали самую главную карту. Покажи срочное сообщение, как бы экстренное сообщение от вашего мужчины. Вышел король любви. Значит, понятно, что любит, да? Ну, я даже могла бы просто карту показать. Понятно, что любит. Король любви вышел. Я за вас очень рада. Итак, смотрим дальше. Что мужчина еще хочет вам рассказать? Шут. Он хочет все сначала начинать. Король любви хочет рассказать о своей любви и хочет начинать все сначала. Понимаете, что бывает? Я вам скажу сразу. Бывает так, что нужно обнулиться, и он здесь прав. То, что между вами было и хорошее, и, может быть, не очень хорошее. А у некоторых, может быть, было и плохое. Может, были ссоры, может, были обиды, может, были оскорбления. Что-то было между вами не очень хорошее. И то, что было между вами не очень хорошее, он не хочет вспоминать. Он прав, он не хочет об этом опять говорить, потому что это негативная энергия, которая, чтобы она погасла, нужно, знаете, как любой огонь, чтобы он погас, не нужно подкладывать туда поленьев. И шут – это обнуление, это желание его сказать вам: давай забудем, я знаю, что тебе тяжело забыть, я знаю, что я тебя предал или обидел, у каждого по-своему из вас проиграется. Но он говорит, что я знаю, что я сделал больно, ну давай попробуем, потому что у меня в сердце есть любовь. Вот такой расклад. Есть ли у него еще что-то вам сказать? Десятка пентаклей. Если вы ссорились из-за денег, вот эта карта, я ее с двух сторон буду показывать вам, конечно, говорит о том, что он теперь готов взять ответственность, он теперь готов все сделать, чтобы вы поверили в его профессиональный статус, чтобы вы поверили, что он может добиться для вас не только благоустроенность. Нет, это не только благоустроенность, это тоже стабильная и уверенная в жизни. Он хочет вас попросить, ведь там собака, да? Собака – это доверие. Доверие в деньгах, да, он хочет, чтобы вы поверили, что он может открыть, устроить вам финансовый поток. Он может это, он хочет вашего сотрудничества, он хочет вашей помощи. В каком плане? Чтобы вы вместе с ним, может быть, одним делом горели, там же туз жезла вышел, да? Вот. Собака доверия, он хочет, чтобы вы ему доверились. Может быть, были ссоры из-за соперницы.
Может быть, ссоры были из-за другой женщины. Пентакли часто показывают на работу. Может, у кого-то на работе вы его подозревали, да, в чем-то. Мужчина говорит, что доверься мне. Я тебе верен, потому что собака здесь изображена. Посмотрим с другой стороны, и вы будете удивлены, какая прелесть с другой стороны. Это вы и он, видите? В духе просто вышли, да? Я же говорю, мощное Таро. Это Таро настраивает вас на дальнейшую счастливую жизнь, где есть финансовое благополучие. Если до сих пор не было финансового благополучия, эта карта говорит «доверься». Все шаг за шагом будет восстанавливаться. Взаимное доверие, взаимное уважение, взаимная любовь, а также желание строить общий дом, общее богатство, да, общее благосостояние. Видите, вы вместе здесь. И десятка пентаклей – это когда на все хватает и есть еще. У вас есть все, что вам нужно, буквально все, что вам нужно для счастья. Это очень рада. Понимаете, до сих пор вышли 3 очень хорошие карты. Так что, смотрите, на самом деле, может, вы поссорились, или может, он никак не объяснится. Но 3 самые хорошие карты. Мы сказали, мы хотим его нутро вынуть. А вдруг там что-то такое? 3 карты любви. Король чаш – это страсть, любовь, верность. Там собака, десятка пентаклей. И туз жезлов – это желание вас увидеть, может он выйдет на связь. Вот у многих проиграется, он выйдет на связь, пригласит на свидание, вот такое все. Что он хочет еще сказать? Карта справедливость. Он говорит, что он заработал справедливо, то есть он получил по заслугам. Вот так она и выглядит, ну, фронт, как бы говорится, это ее основное значение. И он говорит, да, то, что вы сказали последний раз, когда вы ссорились, он сопротивлялся, он разозлился, он, может, хлопнул дверью, он, может, даже сказал обидные слова. Что-то между вами случилось. Это у некоторых проиграется такое, да. И он хочет сказать, что он, может, хлопнул дверью, потому что он понял, что вы говорите правду, да. Но он теперь знает, что он получил по справедливости. Он заслужил такого к себе обращения. Вот это сзади карта, смотрите. Вот интересно, что на этой карте со стороны трона иногда эти карты как сюрприз делаются, когда мы сзади посмотрим. Здесь, видите, разбитые весы и меч, но он уже не нужен, он плохой, потому что это бывший меч, он воткнут в камень, и он затупился, искривился, и разбитые весы. Что это говорит? Карта справедливости, вот такая, новый закон между вами, новый закон любви, новый закон взаимопонимания. Вы уже знаете, на какие кнопки нельзя нажимать друг у друга, потому что там добра не жди, там родовые кармы начинают подниматься, да. То есть и у вас, и у него, у всех людей есть такие кнопки, которые, вы за которых не в ответе. И когда на них нажимать, начинается автоматическая защита. И, может быть, он вас обидел, и у вас началась автоматическая защита. Или вы что-то такое случайно сказали, и у него включилась эта автоматическая защита. Но это автоматическая защита из прошлых поколений. Вот весы разбитые, и разбитый меч – это прошлое поколение, это память рода, это старый закон. Знаете, вот это интересно. Здесь христианство можно привести в пример. Вот это новый закон, как закон любви Христа, да? А вот это старый закон, как бы ветхий закон. Хотя я думаю, что нужно всегда Писание понимать современного понимания. Но новый закон – это новый день. Каждый новый день – это новый закон. Понимаете? Между вами каждый новый день – это новый закон. И старый закон, или старый день, или кармическая задолженность старых прошлых поколений, такое все. Ну, не нужно подключать этих сущностей, когда вы пытаетесь друг другу что-то сказать, и встают вместе с вами в разговор, встревают тысячи прошлых жизней, где где-то какая-то обида была, какое-то слово зацепило. Это слово не вас зацепило, а вот эту лярву из предыдущих поколений. И нужно вспомнить эту карту, и все пройдет. И вы сразу будете очень счастливы с ним, потому что вы увидите, я вспомнил карту справедливость сзади. Это старый закон, больше не действует. Видите, старые весы разбились, и старый меч искривился. А теперь новый закон. И этот новый закон говорит, что ты знаешь, на какие кнопки не надо нажимать. Это вот мое авторское, я уже говорила в других видео о этих кнопках. Мы знаем, на какие кнопки у наших любимых нельзя нажимать.
И он знает, он уже больше не будет. Дает слово. Если даже он это слово и нарушит, он его не сразу же все получается, не сразу Рим строился. Может быть, он и по привычке где-то будет немножко нажимать, но помаленьку отношения должны выравниваться. Итак, важное сообщение от вашего мужчины. Он напросился на разговор. Знаете, почему я хотела назвать видео «Вызов мужчины»? Но поскольку вышел туз жезлов, он сам напросился на разговор. 8 жезлов. Но это, конечно, карта исполнения всего, что вы задумали. Он говорит, теперь все будет по-другому, да? Теперь все будет по-другому, и теперь высшие силы говорят, что они помогут ему больше не делать глупостей, я бы сказала. У кого-то пить перестанет, он будет стараться или перестанет вообще. У кого-то перестанет обманывать. Вот. Он говорит, что он чувствует, что теперь ему высшие силы помогают. И видите, потому что он уже обжегся. Здесь такая молния, он уже обжегся. Он уже обжегся, когда он сказал одно, сделал другое. И когда он сказал одно, а сделал другое, это не то, что он не хотел сделать хорошо, просто опять не получилось по какой-то своей заморочке. Итак, важное сообщение. Продолжаем. Сообщение из многих карт. А ему сейчас плохо. Вот ему сейчас плохо, потому что это 9 меча. Он чувствует, что, может, на работе его обложили враги. Может быть, бывшая семья, может быть, родители, может быть, дети, подростки. Но ему сейчас плохо. Может быть, он не может хорошо заработать. Что сзади карты? Вот видите, он сидит, и сзади нет мечей. Вот это все впереди, это говорит о том, что он боится, он видит того, чего нет. Это как какие фантомы. Мечи-фантомы. Он не понимает, что если эта работа вас поссорила, потому что он на нее вкладывался, он приходил домой разбитый и на вас рычал, так эта работа такая не нужна, потому что человек не живет для работы, нет. Он может найти лучшую работу, он не верит в свои силы, а силы-то у него сейчас пополняются, но он почему-то не верит в свои силы. Он мужчина, не верит в свои силы. И ему, наверное, сейчас очень больно. Не знаю, что-то он хочет изменить. Может быть, он хочет изменить распорядок дня. Может быть, он ведет не очень достойный образ жизни. Вы знаете, какие-то вредные привычки, может быть. Какой-то недостойный... Но он недоволен собой. Он недоволен своей жизнью. И поэтому он на вас сорвал зло, я могу сказать, да. Смотрите, 4 меча, да, но это уже, он говорит, что это издалека, это... Он, наверное, не раз вам рассказывал, как, может быть, в юности его обидели, может, в учебном заведении, может быть, в детстве, может быть, где-то в родительском доме, в соседском доме. Но он говорит, что эти заботы, эти мечи, эта боль у него, она, он чувствует, как будто врожденная с самого детства. Я скажу, кто пьет, у кого алкоголизм или другая привязанность, это от того, что в детстве не было поддержки этих людей, которые должны были поддержать. И может у него это же история. Вот смотрите, здесь он, видите как, он ждет, когда закончится эта темная полоса. Он говорит, что он такой, может быть, несговорчивый, потому что он ждет, пока закончится темная полоса. И потерял силы, потерял энергию. И с двух сторон он задумался, да. Но здесь у него есть окно в жизнь, видите, окно. И там все-таки красивые поля. То есть у него есть возможности, а здесь стена. Он видит, что он уперся в стену. И, девочки и мальчики, я уже рассказывала вам в предыдущих видео, но для вашего мужчины скажу. Потому что ваш мужчина смотрит тоже квантово этот расклад. Всегда смотрит квантово. Сейчас для вашего мужчины скажу. Вот когда я вижу эту карту, эта карта предвосхитила то, о чем я уже говорю в других видео. О том, что мне иногда пишут, в комментарии каждый день читают, пишут, упираюсь в стену, тупик. Вот смотрите, это может быть вы, а может быть и он. Резкость у вас хорошая, видно? Это может быть вы, а может быть и он. Вот эта стена, ее нет. Эта стена связана с тем, что или это вы, или это мужчина ваш. Жизнь поменялась, а вы с жизнью, вы отстали от вашей собственной жизни. Не то, что вы от жизни там отстали, нет, от вашего собственного пути отстали, да. Ведь есть существует ритм, божественный ритм, по этому божественному ритму вы движетесь по жизни. И жизнь все время меняется, а мы часто люди не хотим меняться, да.
не хотим видеть перемены. И или это он, или это вы. Не говорю, что это вы, а скорее всего он. Но все-таки вас тоже может касаться, это тоже вам может помочь. Вот жизнь уже сделала поворот, а вы остались сзади. Вы потеряли ритм жизни. Это случается часто у людей, которых жизнь здорово бьет. Понимаете? То есть неприятности какие-то, связанные с тем, что или третьи лица, или обстоятельства, в общем, неприятности. И человек теряет ритм жизни, он ослабевает, он теряет силы, надежда уходит, и ритм ушел. Все, жизнь пошла вперед, а человек остался сзади. Но дорога жизненная, она вот такая, она извилистая. Видите, смотрите, я переверну карту. Все, жизнь пошла дальше. Там у вас что, я сейчас вам скажу. Ой, там вообще красота какая. Там какие-то виноградники, какая-то красота, красивый ландшафт. И эти облака, они плывут, все меняется, все красиво. Есть будущее в вашей паре. А вы видите стену, потому что вы немножко отстали от своего же ритма. Не от жизни, от своего ритма отстали. Поняли, да? Или это он отстал от жизни. И если он думает, что тупик, тупика нет. Он просто должен включиться назад, включиться в жизненный ритм. Вот, девочки, такая карта, и мальчики, да. Мальчики, смотрите мои видео и будьте с вашими девочками счастливы. Итак, важное сообщение, продолжаем. Это его слова, это его разговор с вами. Ну что, девятка чаш, это карта, когда довольны, и вы и вы довольны. Вы довольны. Это рог изобилия у вас в руках. Вот теперь вы словили ритм. Видите, тот ритм, который я говорила, вы потеряли. Ритм вашего благополучия, ритм счастья. Вот раз и словили ритм. Чаша наполняется любовью, у вас все хорошо, вы друг друга любите, понимаете. Вы летаете, потому что вы кайфуете, он делает вас счастливой. Вы поняли мой намек? И в спальне он делает вас счастливой, и вообще в жизни. Вы летаете от счастья, а он с удовольствием наблюдает, как вы летаете от счастья, потому что для него это смысл жизни, чтобы вы летали от счастья. Это его смысл жизни. Ну, девятка чаш – это карта исполнения желаний. Называется wish card по-английски, да? Карта исполнения желаний. Он доволен, когда вам хорошо. Когда вам хорошо, и у него все хорошо. Неожиданно. Вот неожиданно, да? Кажется, что на него посмотришь, такие красивые романтические слова ему не свойственны. Свойственны, мы просто вывернули его наизнанку, и вот что оказалось внутри. Внутри раскрытый лотос. К сожалению, вот такая жизнь. А лотосы, они рождаются из грязи. Так что если его надо почистить, мужчину, отполировать, от грязи почистить, и он возродится. Ну вот это очень хорошая карта, восьмерка пентаклей. Он готов работать над отношениями. Он готов упорно работать над отношениями, он готов упорно зарабатывать для вас. Это карта семейная, там, где в семье есть достаток. Если у вас еще нет достатка в семье, или вы, может быть, еще не женаты, это карта, когда он, может, из дома будет работать, вы будете женаты, если еще не женаты. А если вы женаты, он что-то будет делать из дома. Да, он будет работать из дома, какую-то часть дня он будет работать из дома. И это будет ему приносить огромные деньги, а также дом станет такой, как дом ремесленника. Вот у меня дом ремесленника, я работаю из дома. Вы видите, дрова у меня, вы видите, у меня помощь людям, все. Не то, что я там лучше других, но я стараюсь быть трудоспособной. Вот, я карту тоже себе беру, ну, всем на помощь. Смотрите с другой стороны, что интересно. А ведь эта карта теневая, да? Это вот в этом, здесь вы видите, я не знаю, или видно, вот это он, а это его дух, его молодого. И он молодой смотрит на себя современного, сам себе завидует. Потому что когда он был молодой, у него были вот такие иллюзии. Видите, эти пентакли смытые, такие размытые. Вот здесь они у вас четкие. Четкие. А здесь размытые. То есть он долго искал себя. Как мы все, мы долго ищем то, что мы умеем лучше всего, что у нас лучше всего получается, к чему у нас талант есть. Может быть, он сейчас пока в поиске, но вот он найдет себя. Может, он еще в поиске пока. И поэтому, может быть, не складывается. Когда человек в таком творческом поиске, это как боль рождения, да?
как боль рождения. Он вот-вот найдет себя, и это огромные деньги он будет получать. 8 знак бесконечности. Деньги будут просто приходить, потому что его продукцию захотят все иметь. Это может быть любая продукция. Он может иметь высокое образование или быть просто ремесленником, простым человеком, как мы с вами. Понимаете? Вообще, на самом деле, каждый человек простой, включая президентов сильных мира сего. Итак, очень хорошая карта. 8 Пентаклей говорит, что деньги будут всегда у вашей пары. Я знаю, что иногда ссора кажется по другим причинам, но почти всегда какой-то элемент, что ссора была из-за денег, всегда есть. Всегда есть. Может, даже небольшой элемент, скрытый, но всегда есть. Вот этот элемент уберется. Ссоры из-за денег больше не будет, потому что деньги будут. Это рыцарь меча. Ну вот он теперь уже агрессивно будет стараться заработать. Агрессивно может быть в том смысле, что не будет лениться. Да? Все идеи, которые будут приходить к нему, он будет серьезно воспринимать как повод для того, чтобы закатать рукава. И это такой, знаете, пегас такой, что ли, потому что это летучий конь, то есть творческий конь. Он будет применять свою творческую жилку, он будет. И я вижу здесь тучи, да, тучи, он сквозь тучи пробивается. Мужчине нужно усилие. Или он запутался в алкоголе, или он запутался во вранье, или он запутался, потому что хочет, чтобы всем было хорошо, получается все наоборот. А там тучи говорит о том, что он хочет пробиться через эти тучи, через эти помехи жизненные. Он хочет пробиться к вам, достучаться. Так, важное сообщение от вашего мужчины. Карта старший аркан повешенная. Повешенный. Может, у некоторых он как бы лежит на диване, да, по этой карте. Вам кажется, он мужчина ленивый, прокрастинатор, ленивый, ничего не делает. Лень это не диагноз. Лень всегда это следствие того, что, может быть, человеку обрубили крылья, или на предприятии, или в семье у него первые родители, кто-то ему обрубил крылья. Он сейчас хочет возродиться по карте повешенной. Он хочет возродиться. Он пока думает, обдумывает, может, какой-то бизнес-план. Или он обдумывает, что вам написать. Может, он хочет написать вам СМС, получите после этой карты. Он обдумывает, как это написать, как объяснить себя. Но он тоже не хочет лицо потерять. Да? Мужчина он такой. Смотрите, это интересная карта. Это очень интересная карта. Здесь вы в красном платье. То есть он вас заметит, он вас любит. Кстати, платье такое, как у меня одежда сегодня. Он вас заметит. И жезлы. Жезлы говорят о его страсти к вам. Красное платье говорит, что он вас заметит, потому что он вас выбрал. Красное – это страсть. Он вас выбрал для жизни. Жизнь, цвет жизни. А сзади смотрите, что. Видите? Это такой трон у королевы жезлов. Из многих жезлов. Эти жезлы все вплелись в друг друга, как ветви старого дерева. О чем это говорит? Что вот этот, вот быть такой, понимаете, женщиной мудрой, вот такой женщиной мудрой, это время забирает. Не знаю, ли видно вам хорошо. Я думаю, видно, да? Быть вот такой забирает время. Это делается не за день. И эти ветви, вот видите, вашего трона, это жезлы, это ваша энергия, которую вы потратили на отношения. Вы не зря потратили энергию на отношения с этим мужчиной. Это будет, как говорят, pay back. Это will pay off, will pay back, как угодно. Это оплатить себя. Вся ваша инвестиция в него, может быть, ваше терпение, вы давали ему миллион раз шанс, да, новый и новый. Ваше терпение, все окупится. Все окупится. Вы долготерпимый человек, и это окупится. В этом ваша сила. А ваша сила тоже по королеве жезлов, именно на этой колоде, в добропорядочности вашей, а также в вашем великодушном сердце. Вот это великодушное сердце, потому что долготерпимое сердце. Видите, сколько жезлов? Ваша сила в великодушном сердце. Ну, напросился, так напросился, да. Деревянный мужчина, потому что жезлы, но мы его раскрутили.
Мы его раскрыли, мы его развинтили, мы его вывернули наизнанку. И природа даст вам шанс. Это классная именно эта карта. Это туз пентаклей. Видите, сзади ваш дом. Это вы стоите, смотрите на вашу будущую квартиру вместе, если у вас еще пока нету, ваш дом вместе. Вы смотрите на вашу жизнь благоустроенную. У вас будет благоустроенная жизнь. Помните, туз жезлов была первая карта, а эта карта на пасашок, так называемая, да? То есть пасашок имеется в виду как посох. Ну, на дорогу жизни, да. Как бы благословение, что ли, на жизненную дорогу. И здесь туз пентаклей вместе с первой картой, туз жезлов, как резонация происходит, да. И вы видите, что у вас будет с ним благоустроенная, благополучная жизнь. Все эти качели, неприятности, они все уйдут. Они все уйдут, потому что и он, и вы, ну, вы честно хотите работать над этим. Смотрите, что сзади. То есть здесь вы уже в доме, смотрите через окно, и вы видите свой собственный сад. Как будто садовник у вас личный. То есть, другими словами, намек на жизнь не только благоустроенную, но тоже жизнь обеспеченную. Да? На все хватает денег. Я же говорю, что, скорее всего, из дома что-то будете делать вдвоем. Или какие-то домашние проекты. Ну, вам нужно заинтересовать друг друга. Вам нужно, чтобы у вас были общие задачи, какие-то общие проекты жизненные. Это общий проект жизненный, который увенчался успехом. И у него, и у вас. Вот это вы смотрите, стоите в своем саду роскошном вдвоем, смотрите на свой дом, и вам приятно. А вот здесь это вы из окна смотрите. И вам тоже приятно, там сад, все прекрасно. И тут еще на этой карте есть два человека, которые идут прохожие и удивляются, насколько у вас красивый, благоустроенный дом. Ну, знаете, это же не меркантильно, нет, это имеется в виду, удивляются, какая вы красивая пара, как вы подходите друг к другу, как вы умеете с друг другом любовно обращаться. В общем, люди восхищаются вашей парой, так что в вашей паре будет все хорошо. Я за вас уверена. Ну, девочки и мальчики, смотрите мои предыдущие и будущие расклады. Везде для себя получите подсказки, обязательно. А я хочу сказать, что мы будем видеться обязательно вами, вашим родным. Я от всего сердца желаю счастья и всего самого лучшего. И до скорой встречи. Пока-пока, дорогие.